Челябинский часовой завод «Молния» начал выпуск своей продукции 17 ноября 1947 года. Первое время основным заказчиком было Министерство обороны СССР. Это были специальные часы, которые устанавливались в танках, самолетах, вертолетах, подводных лодках и кораблях. А также часовой завод приступил к выпуску карманных часов. Первые авиационные часы АВРМ вышли в 1948 году. В 1950-е часовой завод «Молния» выпускает 30 тысяч специальных часов и более 1 миллиона карманных часов в год. В 1967 году начинается массовое производство АЧС-1 авиационные часы с секундомером. В конце 60-х и начале 70-х часы «Молния» экспортируются в более 30 странах мира. В 1988 запуск массового производства ЧАМ 756 авиационные малогабаритные часы. В 2017 году начало выпуска коллекции наручных и настольных часов. Итак, вот коллекция наручных часов от компании «Молния». Как мы видим, здесь представлены часы в авиационном стиле, в дайверском стиле и в классическом стиле. Сейчас немного расскажу о моделях Tribute 1984, Etude и Green Ray. Почему я выделяю эти часы? Потому что все они сделаны на базе механизма «Молния 3603» с ручным подзаводом. Тот самый механизм, который был использован в карманных часах. Старая добрая рабочая лошадка. Сзади, как видите, прозрачная крышка. Можно лицезреть этот механизм. Он украшен такими вот голубыми винтиками. По сути, это тот же самый механизм. Стекло сапфировое, корпус нержавеющая сталь, кожный ремешок широкий 22 мм. И габаритные размеры, соответственно, 44 мм у корпуса. Водонепроницаемость 5 атмосфер. Вот такие вот варианты трибьюта. Разные цвета циферблата. Можно выбрать на любой вкус. Много, кстати, вариантов, действительно. Часы красивые, классические. Давайте посмотрим. Этюд. Тот же самый механизм. Сапфировое стекло. Ширина ушка ремешка 24 мм. Габаритные размеры 46 мм. Довольно-таки крупные часы. Тоже много вариантов циферблата, стрелок. Есть из чего выбрать. Молодцы, конечно, постарались. Дали возможность выбора. И посмотрим Green Ray. Тут две версии. Ну, например, вот это. Тоже сапфировое стекло. Ширина ушка ремешка 22 мм. Габаритные размеры, в принципе, нормальные, 44. Тот же самый калибр 3603. Водостойкость 10 атмосфер. Так, а что же с другими часами? А вот тут, ребята, ну вот мы возьмем, например, АЧС-1, версия 4. Тут, ребята, совсем другая история. Здесь, например, механизм Ронда швейцарский 3520. Габаритные размеры 48 мм. Очень крупные часы. Так, возьмем, например, Evolution. Кварцевый японский механизм Miyota 6521. Габаритные размеры 48. Тоже есть выбор в циферблате. Ну, возьмем Хамелеон. Такой милитари стиль. Японский механизм Miyota 8215 с автоподзаводом. Габаритные размеры 46 мм. Так, еще хотел посмотреть на дайверы. Байкал. Это дайверы у нас. Он, например, вот в таком корпусе. Механика. Автоподзавод Miyota 8215. Сапфировое стекло. 46 мм. Может, кому-то и крупновато. Водозащита 200 метров. В общем, как вы поняли, из старой советской школы, из российского производства осталось только 3 вида часов на механизме от Молния 3603. Остальное все на различных
либо японских, либо швейцарских механизмах. То есть получается, если вы хотите соприкоснуться с историей, то у вас это не получится. Получится только вот с тремя вот этими вариантами. Хорошо это или плохо, я не берусь говорить точно. Хотелось бы узнать ваше мнение, напишите в комментариях. Но можно порассуждать на эту тему. Во-первых, наше российское часовое производство получило очень мощный удар в 90-е годы. Практически все производства развалились. Да, в принципе, и не только в нашей стране, но и даже в Швейцарии многие бренды. В связи с тем, что люди стали переходить на кварцевые электронные механизмы, механика в продажах очень сильно просела. А у нас в России еще был распад Советского Союза, что тоже привело к спаду производства, вообще любого производства. И то, что этот бренд вообще выжил, вообще делает какие-то часы, производит новинки, поддерживает хотя бы даже один калибр, я считаю, что это большой плюс. Огромное выражаю им уважение за это. Я думаю, что стоит их поддерживать. Это с одной стороны. Но с другой стороны, конечно же, сейчас на калибре Miyota можно купить вообще абсолютно любые часы. На AliExpress масса часов на калибре Miyota. Вы можете сами купить этот калибр и прямо на кухне собрать часы. И от этого, я считаю, ценность таких вот часов падает. Мануфактурный калибр, мне кажется, более ценится у часовщиков, у любителей часов, чем такие вот калибры, которые можно купить любому, можно вставить любые часы. У каждого, наверное, есть свой ответ на этот вопрос. Но тем не менее, они взяли дизайн своих авиационных часов, которые действительно находятся в самолетах. Такие настоящие авиационные часы. Они переложили этот дизайн на наручные часы. И это очень красиво смотрится, очень интересно. Я думаю, любители авиации с удовольствием будут носить такие часы. Ну, давайте еще посмотрим женскую модель под названием «Жемчуг». Ну, кстати, размеры очень даже хорошие. 41 мм, вообще просто класс. Швейцарский механизм Ронда. Очень аккуратная. Даже лимитированная серия. Так, а теперь посмотрим на настольные часы. Это тоже очень интересная тема. И посмотрите-ка, какая здесь красота. Мне прям вот очень понравилось название «Храм времени». Прям вообще захотелось посмотреть, что это такое. Часовой механизм разработан на базе авиационного хронометра АЧС-1 и состоит из более чем 200 деталей. Корпус латунь, яшма, стекло, никель, золото. Прям хочется поставить себе на стол такой храм времени и молиться ему каждый день. Что тут еще есть? Скелетон, носорог, каминные часы с турбионом. Ну ничего себе. Ловец молний. Какие названия? Удильщик. Да, действительно, вот это уже какое-то искусство. Просто нет слов. Очень красиво выглядит. Тут я понимаю, цена по запросу. Что это такое, я не очень понимаю. То есть фиксированной цены нет. Турбион. Ну вот. Посмотрите на это. Хотелось бы, конечно, все это вживую увидеть. Очень интересно. Если кто-то сталкивался с такими часами вживую, напишите, пожалуйста, в комментарии, что это действительно настолько шикарно. Или это просто так на фотографиях выглядит. Но я думаю, что это в действительности должно быть очень шикарно. Ну что ж, спасибо за внимание. Рассказал вам про историю завода, показал, какие модели сейчас продаются у компании Молния. Желаю этому бренду дальнейшего развития. Очень бы хотелось видеть новые российские механизмы. Конечно, я понимаю, что для этого нужно вкладывать деньги, покупать новое оборудование. Но я думаю, что все это окупится. Желаем найти спонсора. Всем добра, до новых встреч.